Всем вселенский привет, мои дорогие люди! Здесь для вас будут работать две колоды Ленорман. Видео будет актуально именно в тот момент, когда вы нажали его. А тема расклада простая. Этого вам не избежать, от этого вам никак не уйти. От вас мало что зависит. Другими словами, что вам суждено по судьбе. Какие подарки дадут высшие силы, от чего избавят, к чему приведут и что у вас будет хорошего. Напоминаю вам, что будущее – это поле возможностей, которые показывают карты. Я сейчас буду раскладывать обе колоды. Можно, конечно, выбрать левый или правый расклад. Но я рекомендую в любом случае просмотреть все видео, потому что вы никогда не знаете, какой расклад с вами больше проиграется. Очень часто мне пишут мои уважаемые подписчики, что проигрывается в каком-то процентном соотношении какая-то часть как один расклад, а какая-то часть как другой. На дно колоды упала карта, которая называется «Рыбы». Чего вам не избежать и что от вас не зависит? То, что вы будете счастливы, любимы и богаты. Вот так лаконично карта отвечает. Ну, раз симметрия нужна всегда в раскладах, смотрим не другую колоду. А здесь карта гора, много работы. Трифовая масть – это работа, которая принесет плоды. 21 – это 3. По нумерологии число 3 – это расширение возможностей, это число Юпитера. И у вас будет прибыль. Много работы, которая принесет тройную прибыль. Вот так, девочки, ответили две колоды. Поэтому, скорее всего, левая колода будет именно на работу или на семейную жизнь. За это отвечает масть трифовая. А правая колода, может быть, будет на финансы или же любовь. Потому что за это отвечает карта рыбы. Чего вам не избежать? К чему готовят вас высшие силы? Что хорошего у вас произойдет? Какие советы дадут высшие силы? Какие возможности даст судьба? Какие советы, какие предупреждения, какие препятствия даже? Посмотрим. Сейчас сделаю предиагностику. То есть у нас есть две карты сигнификаторов. Significant – это главный. Да? Я говорю, потому что я английский знаю. Significant – это главный. Поэтому сигнификаторы – это главные карты. Две у нас, госпожи и господина. И я ищу эти карты при сигнификации. Я такую диагностику делаю очень давно. И она обычно показывает, бьет не в брови, а в глаз. То есть показывает действительно, в каких энергиях вы сейчас находитесь. И у нас у всех есть инь-янь, не сомневайтесь, я буду рассматривать карту женщины, но касаться будет всех. Если мужчина отвергает в себе женскую часть, он стареет скорее. Здесь вы вышли вместе. Чудеса чудесные. И карта гора, которая была при диагностике, а вот она и вышла со стороны мужчины. Мужчина-защитник ваш. Если нет еще защитника мужчины, такой обязательно будет, который защитит от преград, который сделает вас счастливой в личной жизни, потому что трефа – личная жизнь. Мужчина, у которого будет много работы, и его работа принесет тройные плоды. Это, может, он найдет зарплату лучше в 3 раза, найдет место лучше под солнцем, и вас перевезет туда, как в семью, если вы женаты. Но вы, может быть, в отношениях или женаты, или же вы сейчас поиске мужчины. То есть где-то ваш мужчина есть или в материальном уже плане, материализовался, или вот-вот материализуется. Потому что же не случайно вы вышли вместе с ним как пара, да, несмотря на то, что я колоду готовила и так далее. С другой стороны выходит карта крысы. И она из той же масти, трифовая масть, это семейная или деловая. Может быть, у вас сейчас с финансами не в порядке, но не волнуйтесь, будет много работы и принесет хорошие плоды. Может быть, вы где-то потратились и чувствуете это зря. Зря ничего не бывает, да? Что бы вы ни потратили, это всегда вам на пользу, знаете, что зря ничего не бывает. И крысы, они едят все, что плохо лежит, и хорошее, и плохое, забирают то, что не нужно вам. Даже хорошего бывает слишком много, и располнять тоже можно от манной каши. Если ее много съешь, она же вкусная, правда?
Но для некоторых из нас вкусная, кто на ней вырос. Вот такая вещь, девочки и мальчики. Так что я здесь вижу, что все у вас прекрасно будет, потому что вы под защитой протекции мужчины. В вашем роду даже родовой мужчина помогает вам найти любовь или исправить отношения с мужчиной. Но крысы показывают ваше волнение. Вы, может быть, страдаете, может, волнуетесь о чем-то, может, переживаете. Может быть, вы допустили врагов близко, допустили врагов в вашу жизнь. Может, с кем-то не сошлись во мнениях. Может быть, вам нужно собрать информацию, вам кто-то дал ложную информацию, да, противоречивую. Какое-то противостояние, это может быть родовое или семейное. Нужно искать выход, нужно быть активными. Крысы активные. Они ищут свой выход, а вы ищете свой выход, да. Все обдумайте. Но состоится какая-то работа, состоится встреча, состоится, может, сделка. Что-то хорошее состоится у вас. Вот такая, девочки, предиагностика. Сейчас я буду раскладывать. Итак, чего вам не избежать? От вас что-то не зависит, но произойдет. И вам от этого не уйти. Что скажут карты? Посмотрим. Что скажет эта левая колода? У нас 2 расклада. Итак, подснимают себя, потому что делают для вас. Смотрим. По 3 карты, триплеты лучше всего на Ленорман показывают. Вот смотрите, Ленорман только в прямом движении смотрится. И здесь мечта для домашней счастливой жизни. Мечта сбудется, потому что всадник, это говорит о том, что сейчас к вам идут хорошие новости. О том, что состоится встреча, состоится сделка, состоится купля-продажа, состоится любовь, состоится мечта, реализуется мечта. Ваш внутренний мир сейчас вам подсказывает, это вы же чувствуете, правда, что я права? Чувствуете это? В вашем внутреннем мире все уже есть. Это космос, карта звезды говорит, что ваш внутренний мир — это целый космос, и там уже все есть. Ваш космос, он иногда вами не заселяется. То есть некоторые какие-то такие изгибы, повороты судьбы, некоторые какие-то отделы вашей личной жизни вами не исследованы. И населяйте, потому что дом — это населить собой ваш внутренний космос. Тогда внешний космос будет ему соответствовать. У вас будет встреча, у вас будет что-то очень хорошее. Это хорошие новости для дома. Хорошие новости от судьбы. Чего вам не избежать? Счастья не избежать вам, радости. Карты сами за себя говорят. Я просто люблю с друзьями разговаривать. А вообще-то Ленорман такой простой, что я могла бы ничего даже не сказать. А карты все равно все покажут. Все буквально покажут обязательно. Итак, давайте узнаем дальше, чего вам не избежать. 4 карты вышло, хоть я хотела взять и 3. Ну вот кто-то, какие-то враги. Гроб — это туман. Туман здесь тоже. Враги, туман, обман. Да, кто-то нехороший, кто-то, кто хотел бы нарушить ваш покой. И это может быть человек обычный на вид, который может вхож в ваш дом, создает вам какие-то новые неприятности, трудности. Вы на ком-то давно поставили крест, на каких-то отношениях, да? Но этот человек все равно возникает в вашей жизни опять и опять. И мешает вам жить. Эта карта работы, это может быть какой-то сотрудник. Вам не избежать того, что вам придется с этим человеком просто не общаться. Потому что он для вас вредноносный. Он опускает туман в вашу жизнь, он дает вам ложную информацию, сбивает вас с пути. Потому что клевер — это ваша жизненная дорога, счастливая дорога. И она тогда будет, когда вы перестанете людям делать одолжение врагам. Но вы делаете, потому что вы думаете, что врага можно задобрить. Такого никогда не будет. У врагов нужно брать одно. Они уверены в нас, они нам завидуют, они уверены, что у нас все хорошо. Мне кто-то написал в комментариях: у меня много врагов в моем доме, все считают меня очень богатой. Но это не так. Скажите, как мне переубедить, что они неправы? Да что вы шутите? Зачем переубеждать врагов, что они неправы, что вы не богаты? Вы будете богаты. Враги видят то, что вы в себе пока сама не видите. Враги видят в вас ваши возможности. Враги на то и не враги, что они завидуют вам уже в вашем будущем, потому что клевер — это ваша удача. Враги знают, что вы найдете удачу, и они туманят вам мозг.
Враги знают, что они туманят вам мозг, потому что они уверены, что вы удачливый, богатый человек будете. И вот враги вам показывают на это, а вы говорите, как их разубедить. Нужно себя убедить, а не врагов разубедить. Нужно себя убедить, что вы будете богаты, потому что так оно и будет, это клевер. Итак, что еще вам нужно знать прямо сейчас? Вам от этого не уйти, от вас мало что зависит. Смотрите, это вы вышли. От судьбы вам не уйти. Вам не уйти от своей судьбы, от своей женской судьбы не уйти никак. И эта женская судьба имеет свое женское счастье для вас. Появится какой-то человек, здесь кавалер, где-то был у нас, вот он, кавалер, да, который будет за вами красиво ухаживать, который окончательно как бы докажет вам, что еще бывают настоящие мужчины, с которым вы с удовольствием свяжете свою жизнь, и с которым вы будете счастливы. Это кармическая карта. От чего вам не уйти? От понимания того, что карму вы свою уже отработали. Каждый человек рождается с каким-то грузом от прежних жизней, это называется карма. Как ее отработать можно? Хорошими поступками, вы знаете, плохие поступки делают больные люди. Все здоровые люди не хотят делать плохие поступки, никогда их не делают. И если и что-то и так получается, так это мешает или третьи лица, или обстоятельства. Поэтому, на мой взгляд, эзотерика, карму не отрабатывают хорошими поступками. Просто нужно жить, не вредить другим и любить жизнь. Карма отрабатывается только ритуально. А разве вы мои видео смотрите, у вас уже карма отработана. То есть любить жизнь – это и есть отработка кармы. Карма у вас нет тяжелой. Она отработана. Вот эти две кармические карты говорят, что не волнуйтесь о своей карме, начинайте жить на полную катушку с удовольствием. Найдите дорожку, серебряная дорожка – это дорожка судьбы, найдите дорожку к себе. У вас будет счастливая судьба, потому что карта судьбы – это женское счастье. А ну-ка, что еще скажет карта относительно вашего женского счастья? Угу. В собственном доме вы будете, это точно. В собственном доме будет ваша судьба исполняться, потому что здесь звезды, вернее, и дом, а также будут хорошие новости в дом, потому что всадник. Еще сейчас спрошу. Какая карта? Вот смотрите, карта собака. Еще раз повторяю, что в Ленорман только мы смотрим на прямые положения карт. И здесь вот спросила я, отработана ли карма, потому что многие вам будут дурить мозги о том, что там нужно страдать, и только через страдания познается счастье. Но это было так раньше. Понимаете, религиозные всякие установки, они были раньше. Теперь уже переход в новое время. Страдать не нужно. Нужно жить так, как вся природа, в восторге. Вся природа находится в восторге, потому что так как нам повезло на Земле, мы уже знаем, на звезды летаем, мы уже знаем, что мало где есть такая красотища, да? Вот. И карта собака говорит, карма у вас чистая, абсолютно. Карта собака говорит, очищенная карма. Вы счастливая женщина будете. Просто будете счастливы именно в личной жизни. Но карта собака – это вы найдете мужчину, который будет вас обожать. Вы найдете свое счастье. И это счастье уже не за горами, вот-вот произойдет всадник и собака, и это будет счастье домашнее. Может, некоторые из дома будут даже работать, я тоже смотрю, потому что клевер – это тоже карта часто на работу, показывает на хороший доход. И карта звезды говорит об исполнении желаний, что касательно вашего дома. Какой совет дадут эти Ленорман? Медведь, еще одно тотемное животное. Вот чудеса чудесные. Два тотемных животных, девочки, мальчики, вышли, и оба очень сильные. Одна карта означает любовь, причем любовь без всяких ограничений и условий. Это карта собака, это любовь, которой любит вся Вселенная, это любовь без ограничений, да, безусловная любовь, собака. У вас будет такая любовь в личной жизни. И это служба. Кто-то хочет вам сослужить хорошую службу. Например, люди, которые будут встречаться на вашем пути или профессиональном, или для торговли, для хорошего общения. Это будут люди, которые принесут вам удачу. Собака приносит удачу. А карта медведь говорит в личной жизни, то есть в семье, трифовая семья.
и тоже деловая сфера. Также медведь может означать мужчина. По всаднику здесь будет встреча с очень приличным человеком или примирение уже с вашим существующим. И медведь вместе с домом, мужчина в доме, рукастый, с большим сердцем и с большими руками, как положено быть мужчине, который сделает вас очень счастливой. Это или начальник вам поможет, или мужчина деловой. Короче, простая карта медведь означает власть. Или вы будете владеть своей жизнью, владеть будете какими-то своими делами, сильное здоровье, благополучие. Медведь – это прекрасные финансы. В общем, все самое лучшее. Все самое лучшее. Вот эта тотемная защита тоже у вас вышла. Очень мощный расклад. Ну что ж, послужил нам верой и правдой наш левый расклад. Продолжаем, девочки, смотреть, потому что мы не знаем, что скажет следующий расклад. Иногда бывает, что в процентном соотношении, вернее, часто так бывает, один расклад дает больше информации, чем другой. И каждый человек в процентном соотношении по-разному это сочетает для себя. Нет двух одинаковых вариантов, это я вам гарантирую. А сейчас я знаю точно, что если вы позволите этим раскладам, они вам очень много помогут. Итак, вам от этого никак не уйти. От вас мало что зависит, возможности в будущем. Медведь место силы, клевер, двойное место силы. Все уже и так понятно, да? Какая красота. Итак, напоминаю вам, что у нас с этой стороны была карта клевер. И также была карта медведь. О чем это говорит? Это место силы. Что такое место силы? Это двойной знак того, что все будет прекрасно. Что карты означают, их значение. И то и будет. А будет все прекрасно, замечательно. Потому что медведь – это вы будете владеть важной, нужной информацией, правильной информацией из первых рук. Да? И у вас внутри сидит вот такой тоже медведь тотемный. Это вы герой. У вас внутри есть архетип героя, который всего добивается, чего хочет, и не идет на полумеры, да? А договаривается со Вселенной по своим правилам. И Вселенная это любит вас точно. И это деньги, это добиваетесь хорошего дохода, или ваш мужчина добивается хорошего дохода. Это все прекрасно. Чуть нужно поменять свою жизнь, и медведь, он активный, так что нужно быть проактивным. Есть понятие реактивный, активный и проактивный. Я объясню, что такое проактивный. Чтобы было все хорошо, нужно планировать хорошо. Это проактивный, да? Можно быть активным, то есть действовать по обстоятельствам. Проактивным быть – это действовать на успех, и быть реактивным. Это действовать не потому, что перед вами, а потому что раньше было. Ну это же смешно, так не стоит действовать. Так медведь никогда не действует. Понимаете? Он же не подходит к кусту ежевики и не говорит: в прошлом году ежевика была слаже, эту есть не буду. Ну не делает же он так. Или когда рыбу вылавливают осенью, он не говорит, это семгана, по-моему, сэмон, это называется, который идет назад к себе, к своим истокам. Он же не говорит: так, в прошлом году рыба была жирнее, вот, голова была вкуснее, а в этом году не буду я тебя есть и лягу спать голодный на зиму, а там как жизнь покажет. То есть это не проактивный, это не активный, это реактивный. Если, например, медведю не хватило жира на зиму, и он проснулся в середине зимы, да, и если бы он был, так как люди часто бывают, реактивным, он бы сказал рыбе: не буду есть в этом году ничего, я все равно проснулся голодный в прошлую зиму, чуть не сдох. Так что вот такие мои дела. Ну, никто в животном и в другом растительном, минеральном мире так себя не ведет, кроме человека. Вот, так что, наверное, здесь эта притча, это вам намек. Притчу я, кстати, взяла только что из пространства. Нигде я раньше такую притчу не слышала никогда. И я все беру всегда из пространства. Это знания вселенские. Так что используйте для себя, естественно, на себе на пользу, да? Будет комфорт. Будет комфорт, потому что медведь всегда ему комфортно, он самый главный в лесу. Лес – это ваше подсознание, будут деньги, будет встреча, будет любовь. Еще и карта сердца посередине, вот такое место силы, значит, дважды повторяется клевер, это удача, это двойная удача. Во-первых, карта 2 дает двойную удачу, плюс 4 раза больше дважды. И карту медведь я уже объяснила именно даже с притчей вам.
Притча, кстати, из жизни взята, потому что я медведей часто в натуре видела. Я такая сибирская ведунья, северная, да, вот, или ведунья из канадской тайги, можно сказать. Так что я знаю, о чем я говорю. Я вообще всегда знаю, о чем я говорю, потому что я доверяю картам. Я же не просто от себя говорю, я карты использую, а именно через них говорю. И вы будете довольны своей жизнью, дорогие мои. Вот как хорошо, я так довольна. Так довольна, что для вас только всего хорошего здесь карты предсказали. Давайте посмотрим еще, может, предупреждения какие будут. Может, какие предупреждения будут для вас, девочки и мальчики. Посмотрим. Давайте спросим, есть ли предупреждение, вам от этого не уйти. От вас мало что зависит. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Итак, известие будет срочно. Нужно будет на него действовать, на это известие. Новое что-то, новое письмо, новые деньги, новые бумаги. Какие-то новые прояснения ситуации. Урожайная коса – это какой-то урожай новый собирать. В общем, новый, может, человек, новый знакомый с вами свяжется для дел или для любви. Во всяком случае, вам не избежать, что у вас будут перемены. Письмо это откроется, информация будет ясная, понятная, полная информация, честная, правдивая. От какого-то человека придет нового человека. Новая информация. Вам очень нужно. Интересно, что за информация? Сейчас спрошу. Ну вот книга. Ой, нет, не книга, это карта гроб, да? Я думала, книга. Так, хорошо. Карта гроб. О чем идет сейчас речь? Новая информация относительно человека, с которым вы давно не виделись, с которым вы потеряли связь. Может быть, это ваш бывший, может быть, это родственник из ушедших в мир иной. Информация может быть новая от человека, который вас любил когда-то. Это может быть ушедший родной. Информация может прийти или во сне, или вот как вот чувствуете, что с вами говорит внутренняя сила. Это одна трактовка. Другая трактовка, что здесь будет информация касательно купли-продажи. Видите, бубен – это деньги. Новая информация о том, что нужно осторожно быть при купле-продаже. Не продешевите. Не продешевите, девочки и мальчики. Итак, что еще за информация идет? Гроб – это часто у нас страхи. Страхи, девочки и мальчики, страхи. Что за страхи вами обуревают? Карта сама выскочила. Вот она. Это в обществе, что в обществе есть враги, предатели, в обществе есть люди, которые, опять же, может быть, не сошли с вами во мнениях, может быть, на работе конфликт, может, это какие-то противоречивые знания вам дали, какое-то противостояние с кем-то. Здесь будьте аккуратны, если подписываете контракты, все прочитывайте. Может быть, какие-то запреты, кто-то вам устраивает запреты в обществе, пугает вас, не ходи туда, там запретная зона, вот это неправильно, разница во мнениях. В общем, кто-то хочет вас запугать, чтобы воспользоваться вашими возможностями, не давайте им шанс. Узнавайте все из первых рук. Карта вылетела, карта крест. И карта крест говорит, что для многих проиграется, когда выходит гроб и крест, это ушедшие в мир иной. Вот именно эта трактовка, как вот ушедшая в мир иной через этот расклад с вами взаимодействует, это будет трактовка для очень многих. И они сейчас за вами наблюдают, когда крест и гроб выходят сразу, один за другим, это говорит, что идет речь об ушедших в мир иной, девочки, мальчики, окей? И эти люди сейчас с вами взаимодействовать хотят. Они хотят вам дать совет, предупреждение, помощь. Они вас любят и передают вам, что сейчас у престола Всевышнего просят, чтобы у вас было все хорошо. Что они еще вам говорят? В вашем пространстве есть враги, кто затуманил вам информацию, кто мешает вашему успеху. Вот здесь это четко показано, девочки. Освободите голову от чужих проблем, потому что гроб – это могут быть чужие проблемы. Вот сейчас идет такое послание. Освободите голову от чужих проблем, и сразу вы почувствуете себя лучше. Понимаете?
Освободите голову от страхов. Страхи вам мешают. Дорога судьбы ведет через осознание, что нужно перестать бояться жить. Дорога судьбы вас ведет через осознание, что нужно перестать бояться жить. Что еще хочет сказать вам судьба? Какие возможности даст Вселенная? От чего вам не уйти и от вас мало что зависит? Возьмем две карты этот раз. Ключ и корабль. Ну, ключевые изменения. Ключевой мастер номер 3. А 3 это по нумерологии ипостасия Юпитера. Ипостасия Юпитера это расширение возможностей. Для чего? Для торговли, для взаимодействия с миром. Взаимодействие с миром не нужно ни первоначального капитала, ни путешествовать в этих самолетах, а нужно только знание простого языка, на котором все общаются, интернационального, в данном случае английского. Это я рекомендую. Знания за плечами не носить, знания ничего не стоят, за деньги их не купишь, нужно только вот постараться, чтобы мозг поработал, да. У меня, кстати, есть канал, посвященный английскому языку. Я там делаю расклады на английском, очень всем рекомендую. Если вы языка не знаете, тем более вам рекомендую. Рекомендую, да. Он называется Колено латинскими буквами, так что смотрите, это четко говорит расклад. Ключевой язык. Ключ. Вот язык доведет вас до Москвы, до Киева, до Берлина, до Бреста, до чего? До Парижа, до Нью-Йорка. Есть такое выражение, да? Язык доведет до большого города. Почему язык доведет до этого города? Потому что общение, контакты с людьми приведут к тому, что вы будете богаты, у вас будет идти прекрасно торговля, у вас узнают другие люди. В других странах живут люди. И чем больше вы будете узнавать другие народы, тем больше у вас будет расширяться сознание, тем больше людей захотят с вами взаимодействовать. А это значит, что, несомненно, вы станете богаче и счастливее. Здесь вот бороться не получится, здесь нужно договориться. Да, бороться здесь не получится. Да и не нужно бороться. Высшая сила через ваших предков говорят, зачем вам бороться, о какой борьбе идет речь. Вы сможете везде договориться. Понимаете, это и в вашем городе, и на предприятии, и это и в семье. Но здесь еще о других странах идет речь. Вы сможете получить ключевые знания. Вы сможете получить ключ, который вам откроет все двери, которые раньше вам не открывались. 33 расширения пространства, да. 3 это вообще номер Юпитера, как я сказала. 33 это тройной номер Юпитера, мастер номер. Расширение для взаимодействия денежного. Вот от чего вам не уйти, от вас мало что зависит. Вы будете баснословно богаты. Вот это первое. Но нужно потерять страх. Во времена Ленорман корабль означал страхи. Потому что, естественно, люди не имели ни интернета, ничего, ни навигаторов, ничего. Отправлялись в плавание и не знали, что будет дальше. Да? Поэтому во времена Ленорман карта корабль означала справиться со своими внутренними демонами. Может быть, с внутренними привычками от кого-то. Кому-то нужно исправиться, или у вас родные имеют внутренние какие-то привычки свои, да, алкоголь, плохие мысли, все такое, да. Вам не уйти от этого, чтобы с этим справиться нужно. И здоровье улучшится, и самочувствие, и отношение к жизни будет более счастливое. Вам не уйти, вам нужно избавиться от плохих привычек, вредных. И я еще здесь вижу, что карта ключ говорит, те двери, которые никогда раньше не открывались, как бы, ой, да, это не для тебя, там, так далее, для сильных мира всего, так называемо. Нет теперь сильных мира всего, кончилось их время. Они сейчас беснуются, потому что время сильных мира всего навсегда закончилось. Теперь есть только один мир. Для всех одинаковые возможности. И не зря же вам вышел мастер номер ключ. Для вас баснословные возможности. И я больше чем уверена, что вы будете очень-очень счастливы. Я очень рада это увидеть. Именно те двери откроются для вас, которые приведут вас к богатству, обязательно к взаимодействию с людьми, которые будут для вас полезны, приятны и приятны. Я сказала дважды приятный. Видите, это еще раз вам подтверждает, что я беру слова из пространства. Это не из моей головы слова, из пространства все беру. Ко мне приходят слова как свет, и я их перевожу на тот язык, который знаю. Знаю несколько языков, если кто не знает.
Я вас люблю, обожаю, девочки и мальчики. И здесь в раскладе четко видно, что вы будете счастливы. Посмотрите, какие расклады, сколько важной и нужной информации. Так что вам не уйти от счастья, вам не избежать счастья, богатства и любви. Вот так, девочки, при вас карты брала. Все честно, как всегда. Все справедливо. Так что не сомневайтесь. Будьте уверены, будьте больше, чем уверены. А я с своей стороны скажу, что я всех просто люблю, обожаю. Всем моим слушателям желаю очень много денег, любви и взаимопонимания с родными и счастья. Всем, кто зашел на огонек. Если кому нужны уроки Ленорман, у меня никогда не было посредников, у меня нет WhatsApp и никогда не было. Уроки можно у автора приобрести на сайте автора, в данном случае на моем сайте. Переход на сайт есть под каждым видео. Под каждым видео в его описании, кстати, или же о канале. Нужно просто нажать на название канала и все. Иногда я печатаю в сообщество фото. В сообществе не печатается видео, потому что все по полочкам в YouTube, да, он же алгоритм это интеллектуальный. Поэтому это как дом эзотерический. В разделе видео, в разделе сообщества фото. И там я печатаю иногда фото, информирую вас, какой расклад я сейчас делаю. Так что не сомневайтесь, все для вас. Мы взаимодействуем с вами вот так. Вы смотрите видео, пишите комментарии. Посмотрите, видите? Это еще одно место силы вышло. Карта собака. Потрясающе, да? Медведь, собака и клевер, да? 3 места силы. Ведь у нас карта собака тоже в этой другой колоде вышла. Вот какие чудеса, чудесная карта. Причем вылетела сама. Когда я уже колоду литургически собираю, я иногда при вас собираю литургически колоду, иногда после расклада. И в данном случае собака вылетела сама, хотела напомнить, что она хочет вам сказать, что не сомневайтесь в своей счастливой судьбе. Счастливая судьба вам просто гарантирована. Это люди, которые хотят с вами взаимодействовать, не в зависимости от страны языка, не подумайте, не сомневайтесь. Это люди, которые в вас верят, которые заботятся о вас. Это забота друзей, это новые друзья, это новые сотрудники. Правильное взаимодействие, правильная, как бы сказать, конкуренция – это сотрудничество, да? Но вот это нужно знать, потому что на Земле хватит богатства для всех. Но просто сейчас такая ситуация, что практически мало очень людей взаимодействуют вот на таких условиях, да? Так что это вам гарантирована такая любовь, взаимодействие. Эта карта тоже меня изображает. Это четко меня изображает, потому что я делаю альтруистическую работу, я принимаю вас на общих раскладах, там, где вы для себя сами информацию можете почерпнуть, что вам нужно. И если бы я делала частные расклады, вам в любом случае пришлось бы отсеивать. Это всегда на частных так работает, как и на общих. Что-то отсеивать, что-то свое брать. А здесь я вам предоставляю возможность взять то, что вы чувствуете, да, а то, что не нужно, отбросить. И я хочу сказать со своей стороны, что собака означает, что я вас обожаю, люблю, готова вам служить верой и правдой. И уже с вами дружу, потому что делаю для вас видео. И если вы хотите пользоваться моей работой, дружите со мной тоже. Чтобы дружить, нужно сделать какое-то, движение, act. Просто нажать раз на то, чтобы подписаться. Подписка ничего не стоит, это просто знак дружбы, и он без денег. Так что я буду счастлива и чувствовать себя в почете, быть вам помощником и иметь вас среди моих подписчиков. Так что подписывайтесь, пожалуйста. Все для вас. Мои расклады чистят от негатива, и этому есть подтверждение карта собака. Все расклады настроены на любовь, благополучие и деньги. Все расклады вам заговорены на деньги, любовь, заговорены Венерой. Вот, так что не сомневайтесь. Кстати, хочу сказать, что по знаку зодиака, по солнечному знаку я весы, и мною курирует Венера, поэтому я от первых рук с Венерой связана. Так что, девочки и мальчики, люблю вас, обожаю, желаю вам счастья. Я знаю точно, что мы с вами очень скоро и очень обязательно увидимся на моих новых видео, на моих предыдущих видео, где для вас масса помощи и поддержки. Жду ваших комментариев с нетерпением.
У вас все будет просто замечательно. Я в этом ни на минуту не сомневаюсь. Ну что ж, увидимся. Увидимся очень скоро. Пока-пока, друзья.